Привет, друзья, с вами Лада, и мы сегодня будем плести из бумажных трубочек. А сплетем мы вот такой простой наборчик, который состоит из подноса и двух подставок. Вроде наборчик и простой, но смотрится он интересно, согласны? И плетется очень легко, с ним справится любой начинающий в плетении из газет. Плести я буду из таких трубочек, это бумажные или газетные трубочки, я их накрутила на спицу из бумаги сама, и в этом видео показываю подробный процесс, как сделать такие трубочки. Они у меня покрашены в черный цвет. К сожалению, камера не передает всей черноты этих трубочек, не передает насыщенности этого цвета, он очень красивый. Но поверьте мне, они очень черные, и, кстати, на канале есть видео, как я крашу трубочки в черный цвет. Ссылка в описании. Для плетения подноса, большого подноса из этого набора, я подготовила вот такую разметку, то есть на листе бумаги начертила вертикальные линии, расстояние между ними приблизительно 1,5–2 сантиметра. Теперь я измерила по горизонтали, сколько у меня сантиметров получилось, и сейчас столько же сантиметров я откладываю и по вертикали, то есть отмечаю квадрат. Приблизительно у меня получается 21 на 21 сантиметр. И сейчас выкладываю стойки по вертикали, у меня получаются здесь двойные стойки, очень-очень аккуратно все это делаю, подправляю их. Квадрат приблизительно у меня получается такой же, как и по длине этих трубочек, но все-таки я стойки по вертикали буду наращивать и буду делать это для того, чтобы получилась в конечном итоге аккуратная загибка. Вы видите, стойки у меня чуть больше еще выходят снизу, это все правильно, потому как и снизу мы тоже будем делать загибку, чтобы хотя бы 5 сантиметров там оставалось. Все это фиксирую малярным скотчем, он не сильно снимает верхний слой трубочек, поэтому использую его. Аккуратно фиксирую вертикальные стойки в некоторых местах, подправляю их и начинаю плетение, то есть начинаю плетать наши вертикальные трубочки. Таким образом соединила я две трубочки вместе, это будут рабочие трубочки, и ими начинаю плести веревочкой в две трубочки. Вот таким образом. Честно признаюсь, что на камеру здесь было очень сложно что-либо показать нормально, потому как в этом случае пострадал фокус. Он, к сожалению, не так хорошо работал при черноте вот этих трубочек. Да, такое с камерой бывает, да, и освещение немного подвело. Но я надеюсь, что принцип все-таки понятен. Итак, я проплетаю веревочкой до крайней вертикальной стойки очень аккуратно. И вот я подошла к крайней стойке, и сейчас мне нужно развернуть рабочие трубочки назад в обратную сторону. И делаю я это следующим образом. У нас одна трубочка находится внизу, под стойкой, а другая над стойкой. Сначала я разворачиваю трубочку, которая находится внизу. Она ложится на стойку, а та, которая сверху, ложится под стойку. И вот у нас сделан поворот. Нарастила трубочку для того, чтобы было удобнее плести дальше. И здесь такой нюанс. Плести дальше буду следующим образом. Та трубочка, которая выходит из-под низу, я ее укладываю наверх следующей стойки, а та трубочка, которая идет сверху, укладываю под низ следующей стойки. Таким образом рисунок у нас не нарушается. Если мы плетем так далее, то у нас получается прямая и обратная косичка. Где-то можно немного подтянуть, где-то можно немного подправить. Здесь вы уже смотрите сами по своему плетению. Как видите, я не использую никакие станки для плетения, у меня только разметка и только малярный скотч. Я внимательно слежу за крайними вертикальными трубочками, и когда я поворачиваю рабочие трубочки на этих стойках, стараюсь не стягивать плетение, а наоборот, даю немного свободы рабочим трубочкам при повороте. Если вам сложно плести без специальных приспособлений, то в этом нет ничего плохого. Используйте то, что вам помогает удерживать ровные ряды, например, шпажки, булавки и другие инструменты. Некоторые мастера делают специальные станки для плетения прямоугольных донышек. Но я сразу учусь плести без вспомогательных приспособлений для того, чтобы развивать это умение быстрее. Ведь в таком случае вы развиваете не только умение плетения, но и ваш глазомер и интуицию. А в плетении это важные навыки.
И вот такими темпами у нас уже столько проплелось. Здесь я нарастила трубочки, я не стала показывать этот процесс очень подробно, у меня на канале есть отдельное видео. Здесь у нас двойные стойки, но я не стала все наращивать, потому как одну трубочку из пары мы все равно будем обрезать, а именно вторыми мы будем делать загибку. Сейчас я плету до конца отметки, и у нас получается вот такой симпатичный вязаный коврик. Я уже заканчиваю плетение, получается такая ситуация. Две рабочие трубочки практически закончились, но у нас есть вот такие кончики, один из которых нам точно пригодится. Смотрите, у нас одна рабочая трубочка идет на пару вертикальных стоек. Я ее обрезаю и капаю клея ПВА. А та, которая идет снизу, накладывается на обрезанный конец и прячется внутрь у следующей стойки. Вот такой квадрат у нас получился. Меряю, прикладываю разметку, смотрю, ровно ли сплетены ряды, если что, можно еще подтянуть на этом этапе. Убираю малярный скотч и сейчас делаю загибку по краю, обрезаю те трубочки, которые у нас короткие из пары, именно в таком расположении, то есть сначала вторую из первой пары, а затем первые в следующих парах. Хотя в предыдущей и последней паре там будет немного по-другому, так что внимательно следите за этим, я покажу это чуть позже. Загибаю первую трубочку, обрезаю, оставляя небольшой конец и убираю внутрь между обрезанным кончиком и длинной трубочкой. Вот таким образом все прячется. Можно помочь себе либо шилом, либо ножницами. Беру вторую трубочку, также обрезаю, оставляя небольшой конец, расширяю место между обрезанной трубочкой и длинной трубочкой ножницами, вставляю эту обрезанную трубочку внутрь. Также поступаю с остальными трубочками. А вот здесь у нас такая ситуация. У нас есть предпоследняя трубочка и последняя пара трубочек. Будьте внимательны и смотрите, что я сейчас делаю. Я обрезаю первую из последней пары трубочек и обрезаю предпоследнюю. То есть получается, что предпоследнюю пару я обрезаю полностью. Это я делаю для того, чтобы последний виток загибки был сделан аккуратно. То есть я беру последнюю трубочку из последней пары, сгибаю ее в обратном направлении, обрезаю, оставляя кончик и прячу ее в предпоследнюю пару. Там у нас обрезки трубочек, но я ножницами аккуратно расширяю это место и туда же прячу кончик. На деле это выглядит не так страшно, как описывается словами. Вот такая аккуратная загибка у нас получилась. Все то же самое проделываю и с другой стороны. Вот такой, можно сказать, поднос у нас получился, но он у нас плоский. И сейчас мы будем придавать ему форму. Смысл в том, чтобы закруглить края, углы у этого подносика. Вот такими движениями я это делаю. Есть такие, знаете, тарелки для суши, когда уголки немного приподняты вверх. Так вот, для этого подносика я взяла образ этой тарелки. Мне очень захотелось воплотить эту идею в плетение и посмотреть, как же все это будет выглядеть. Не надо слишком сильно поднимать уголки. Для того, чтобы результат зафиксировался, можно слегка побрызгать вот такой легкой грунтовкой, лаком с водой. И это делаю с лицевой и с изнаночной стороны, и использую для этого пульверизатор. Если, например, форма очень сложно поддается деформации, то можно на ночь положить этот подносик в какую-нибудь большую глубокую тарелку, как у меня, например. Помещаю подносик внутрь этой тарелки, можно также побрызгать грунтовкой, и сверху нужно поставить небольшой грузик, но так, чтобы он не сильно придавливал все это дело. Через какое-то время, когда форма окончательно зафиксируется, у меня это заняло 2 суток примерно, я немного патинирую изделие. И буду я это делать акриловой краской красного цвета. Патину буду наносить не с помощью губки, а с помощью вот такой кисти с жесткой щетиной небольшой формы. Решила не покрывать полностью весь поднос красной краской, а лишь патинировать частями. Мне показалось, что так будет интересненько. И вот что у нас получилось. Вот такой подносик, а к нему я еще в придачу сплела 2 вот такие небольшие подставки под горячее. И также их запатинировала красной акриловой краской хаотично. На таком подносе идеально будут смотреться конфетки, пирожки, пирожные, печенье, булочки, суши, да все что угодно, даже чипсы. Подставки выдерживают горячий чай без проблем. Похоже, у меня даже котик в восторге от того, что получилось. Этот набор я покрыла акриловым лаком в 2 слоя. Обязательно напишите ваше мнение, понравился ли вам этот набор.
Согласитесь, он плетется очень просто. Даже не надо поднимать стенки, можно просто придать форму обычной деформации. Такой набор можно сплести к любому празднику, и на день рождения, и на 8 марта, и на Пасху. И цвет можно любой выбрать, включайте фантазию. Я очень жду вашего мнения в комментариях, обязательно пишите, не стесняйтесь, если есть вопросы, также пишите, на все с удовольствием отвечу. Обязательно дайте мне знать, понравилась ли вам видеоидея, ставьте лайк и напишите любой комментарий. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Желаю вам легкого плетения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!